Представьте, что вы просыпаетесь однажды утром и внезапно обретаете способность видеть после 20 лет полной темноты. А теперь представьте, что вы обнаружили нечто настолько шокирующее, что пожалели бы, что начали видеть. Именно это и случилось с Ричардом. После того, как экспериментальное лечение чудесным образом восстановило его зрение, он принял решение, которое навсегда изменило его жизнь. Он держал это в секрете от своей жены в течение 3 дней. Он думал, что готовит идеальный сюрприз. Вместо этого эти 72 часа раскрыли ужасающую правду, которая была скрыта от посторонних глаз в течение 2 десятилетий. Что может быть такого ужасного, что заставило мужчину подать на развод в тот самый день, когда он должен был праздновать годовщину свадьбы? Ответ заставит вас усомниться во всем, что вы знаете о доверии. Жизнь часто испытывает нас, когда мы меньше всего этого ожидаем. Для Ричарда это испытание наступило в возрасте 37 лет, когда мир внезапно погрузился во тьму. Однажды утром, открыв глаза, он не увидел ничего, кроме темноты, которая стала его постоянным спутником на следующие 2 десятилетия. Врачи назвали это быстрой дегенерацией сетчатки, редким заболеванием, по их словам. «Необратимо», — добавили они, и в их голосах звучало сочувствие. Всего за несколько недель Ричарду пришлось освоиться с совершенно новым образом жизни. Простые задачи, такие как приготовление кофе или выбор одежды, превратились в грандиозные испытания. Но Ричард был не одинок в этом путешествии. Компанию ему составляла его жена Бритни, которая была рядом на каждом шагу. Она изучала азбуку Брайля вместе с ним, перестраивала их дом, чтобы было удобнее ориентироваться, и взяла на себя все практические аспекты их совместной жизни. Она стала его глазами, его проводником, его якорем в мире вечной ночи. «Тебе повезло, что у тебя такая преданная жена», — сказали его друзья. И Ричард верил в это, как он мог не верить, ведь Бритни изменила их жизнь, чтобы приспособиться к его инвалидности без единой жалобы. Она справлялась со всем, от чтения его почты до управления их финансами. Казалось, их брак стал крепче, несмотря на все невзгоды. Так прошло 20 лет, превратившись в рутину, которая казалась такой же постоянной, как сама тьма. За эти годы Ричард испробовал различные методы лечения, и каждый из них вселял надежды только для того, чтобы снова их разрушить. Поэтому, когда его врачи предложили экспериментальную процедуру, он по привычке согласился. Но на этот раз что-то изменилось. Через 3 дня после процедуры Ричард заметил нечто странное. Сначала он подумал, что ему это почудилось, какой-то проблеск света, но постепенно из темноты начали проступать очертания, сначала расплывчатые, затем все более четкие. Врачи были поражены. Они назвали это чудом, прорывом в медицине. Но Ричард едва ли слышал их, его разум уже мчался вперед, планируя что-то особенное. До годовщины их свадьбы оставалось всего 3 дня. Что может быть лучше подарка, чем разделить это чудо с Бритни? И он принял решение. Решение, которое изменит все. Он будет ждать. Всего 3 дня на подготовку идеального сюрприза. 3 дня, которые раскроют 20-летние секреты. Оглядываясь назад, Ричард задавался вопросом, всегда ли он знал, что что-то не так, пытались ли его другие чувства донести до него то, чего не могли увидеть глаза. Ночные телефонные разговоры, которые прекращались, когда он входил в комнату. Напряжение в голосе Бритни, когда приходили письма. Но доверие — это мощная вещь, оно может ослепить нас сильнее, чем любое физическое состояние. И Ричард полностью доверял Бритни. В тот первый день, когда Бритни была на работе, Ричард начал замечать некоторые вещи. Поначалу это были мелочи. Дизайнерская одежда в шкафу Бритни, о которой она никогда не упоминала. Пачка нераспечатанных счетов,
спрятанных за микроволновой печью, запасной телефон, который она, очевидно, хранила в ящике прикроватной тумбочки. В ту ночь Ричард лежал без сна, прислушиваясь к ровному дыханию Бритни рядом с собой. Она понятия не имела, что он может видеть ее сейчас, видеть, как она ворочается сбоку на бок, проверяя свой телефон каждые несколько минут, даже посреди ночи. Синий свет экрана осветил ее лицо, обнажив глубокие морщины от беспокойства, о существовании которых он и не подозревал. Его сердце бешено заколотилось, когда он сел за компьютер. В течение 20 лет Бритни управляла всеми их финансами. Она всегда говорила, что так проще, и он не волновался ни разу за последние 20 лет. Но сейчас счет был пуст. Руки Ричарда дрожали, когда он открывал выписку за выпиской. Кредитные карты, личные займы, кредитные линии на покупку жилья были исчерпаны. Их дом, который оставили ему родители, дом, за который было полностью выплачено, был заложен под займы. Цифры были ошеломляющими. Сотни тысяч долларов пропали. Но куда? Ответ пришел в виде десятков транзакций на сайты онлайн-гэмблинга, депозиты в казино, покер-румы, сайты, на которых делаются ставки на спорт — все это тщательно скрывалось. Ричард, словно в тумане, начал обыскивать дом. В ящике своего стола под стопкой старых журналов он обнаружил папку. Внутри были десятки заявок на получение кредита, все с его подписью. Только это были не его подписи. Он никогда не подписывал эти документы, даже не подозревал об их существовании. Правда поразила его как физический удар. Бритни использовала его слепоту против него все те разы, когда она просила его подписать документы, страховые полисы, как она говорила, или обычные банковские бланки. Она направляла его руку, говорила, где ставить подпись, и постепенно накапливала кучу долгов, о которых он ничего не знал. В тот вечер Ричард наблюдал за Бритни своим недавно восстановившимся зрением. Она ходила по кухне с уверенностью человека, который думает, что у него все под контролем. Она рассказывала о своем рабочем дне, готовила ужин, постоянно проверяла телефон. Теперь он мог видеть то, чего не замечал раньше. Нервозность, темные круги под глазами, то, как она вздрагивала от каждого неожиданного звука. Он хотел встретиться с ней лицом к лицу прямо сейчас, хотел потребовать ответов, но он выжидал. У него был еще один день, чтобы собрать доказательства и убедиться, что у него есть полная картина ее предательства. Вместо того, чтобы отпраздновать их годовщину, Ричард встретился с адвокатом. По словам адвоката, улики были неопровержимыми. Могут быть выдвинуты уголовные обвинения в мошенничестве, подлоге документов, финансовой эксплуатации инвалида. Когда Бритни вернулась домой в тот вечер, она застала Ричарда сидящим за обеденным столом. Доказательства ее предательства были разложены перед ним. Но что еще важнее, его глаза, его проницательные, понимающие глаза были устремлены прямо на нее. «Теперь я вижу», — тихо сказал он, — «я все вижу». Реакция Бритни была самой болезненной из всех. В ней не было ни отрицания, ни отчаянной попытки объяснить. Она просто опустилась на стул, ее плечи опустились в знак поражения. 20 лет доверия, любви, совместной жизни — все это было принесено в жертву пагубной привычки, которую она прятала в тени его слепоты. Документы на развод были поданы в тот же день. Женщина, которая была его глазами, его партнером, его самый верный товарищ, предал его так, как он и представить себе не мог. Оказалось, что тьма слепоты — ничто по сравнению с тьмой предательства. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.